29 июля 2026 года мировая музыкальная индустрия пережила тектонический сдвиг, последствия которого будут изучаться в учебниках по поп-культуре и социологии искусства еще не одно десятилетие. В этот день, казавшийся поначалу совершенно обычным летним вечером, Намджун, Джин, Шуга, Джей Хоуп, Чимин, Тэхён и Чонгук синхронно, словно по невидимому сигналу, оставили в своих официальных аккаунтах одну единственную, предельно лаконичную, но сокрушительную по своему смыслу фразу. «Мы решили не подавать заявки на рассмотрение премии Грэмми в этом году, поскольку искренне надеемся, что музыка способна быть услышанной и любимой такой, какая она есть, без искусственного разделения на регионы, расы или языковые барьеры». В ту же секунду новостные ленты крупнейших мировых изданий от Rolling Stone до Billboard буквально взорвались заголовками. Это не было дежурным пресс-релизом, составленным осторожными юристами или пиар-агентами лейбла Hype. Это было прямое, осознанное и коллективное заявление 7 артистов, которые на пике своей глобальной карьеры объявили полноценный бойкот главному золотому граммофону планеты. Самая популярная, коммерчески успешная и влиятельная группа современности добровольно, демонстративно вышла из гонки за наградой, которая исторически считалась вершиной музыкального признания на Западе. Ирония и драматизм ситуации заключались в том, что этот демарш произошел в момент абсолютного триумфа коллектива. Их грандиозный камбэк-альбом под названием «Ариран», выпущенный после возвращения всех участников со службы в армии, не просто штурмовал хит-парады, он буквально разорвал мировую индустрию, дебютировав на первой строчке Billboard 200 и показав феноменальные цифры физических продаж и стриминга. Главный англоязычный сингл пластинки, получивший название «Swim», уже несколько недель удерживал лидерство в престижнейшем чарте Billboard Hot 100, превратившись в главный летний гимн планеты. Все музыкальные критики, аналитики и инсайдеры в один голос пророчили, что именно 2027 год станет моментом исторического триумфа корейской группы на сцене Стейплс-центра. Но артисты решили иначе, разрушив привычные правила игры и поставив перед всем миром один фундаментальный вопрос: действительно ли им все еще нужна эта капризная американская статуэтка, или это сама премия Грэмми, стремительно теряющая рейтинги и авторитет, отчаянно и безнадежно нуждается в их присутствии. Чтобы в полной мере осознать тектоническую природу этого конфликта, нам необходимо перелистнуть страницы истории назад и детально изучить летопись взаимоотношений между корейским феноменом и Национальной академией искусства и науки, звукозаписи Соединенных Штатов Америки. Это никогда не было историей простой взаимной симпатии, скорее это напоминало затяжную, изнурительную психологическую драму, где с одной стороны баррикад находилась консервативная, стареющая западная элита, а с другой – стремительно растущая глобальная сила, за которой стояли миллионы преданных сердец по всему миру. Все началось в далеком 2019 году, когда группа впервые ступила на ковровую дорожку церемонии. В тот вечер они не были номинированы на музыкальные награды, их пригласили лишь в качестве презентеров, чтобы они вручили заветную статуэтку кому-то из западных коллег. Однако именно тогда миллионы зрителей у экранов телевизоров и смартфонов осознали, кто является истинным главным героем этого вечера. Появление 7 парней в строгих классических костюмах вызвало такой оглушительный взрыв активности в социальных сетях, что официальные серверы трансляции Грэмми едва справлялись с пиковыми нагрузками. Продюсеры шоу моментально поняли, что корейские артисты – это неиссякаемый источник просмотров, рейтингов и вовлеченности аудитории, о которой американское телевидение в эпоху цифрового стриминга могло только мечтать. С этого момента началась эпоха, которую музыкальные журналисты позже назовут периодом изящного кликбейта со стороны Академии. За последующие годы группа успела собрать в своем арсенале целых 5 номинаций. Трижды их имена гремели в категории за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой с такими суперхитами, как Dynamite и Butter. Они получали номинацию в качестве приглашенных артистов на альбом года благодаря монументальной коллаборации с группой Coldplay над треком My Universe, а их пронзительная видеоработа Yet to Come боролась за звание лучшего музыкального видео.
Каждый год многомиллионный фандом, известный как ARMY, затаив дыхание, проводил бессонные ночи у экранов, скрупулезно подсчитывая шансы, запуская масштабные стриминговые проекты и веря, что справедливость вот-вот восторжествует. Каждую церемонию выступления группы становились центральными элементами шоу. Вспомните их невероятный перформанс в стиле фильмов о Джеймсе Бонде с песней «Butter», когда Чонгук спускался с потолка на тросах, а Тэхён шептал что-то на ухо Оливии Родриго. Это были сложные, кинематографичные, технически безупречные номера, которые заставляли блекнуть выступления большинства американских звезд. Но когда дело доходило до заветного конверта, магия рассеивалась. Золотой граммофон раз за разом уходил в руки местных, англоязычных исполнителей, оставляя корейских артистов и их фандом с горьким чувством того, что их просто использовали. Их использовали ради рекламы, ради того, чтобы удержать у экранов молодую аудиторию, ради миллионов твитов и просмотров, но при этом наотрез отказывались пускать в закрытый клуб истинных победителей. Этот феномен игнорирования уходит корнями глубоко в саму природу и структуру Национальной академии звукозаписи. Грэмми по своей сути всегда оставалась глубоко евроцентричной, консервативной и ориентированной на узкий сегмент англоязычного музыкального рынка организацией. Тысячи академиков, принимающих решения путем тайного голосования, это в большинстве своем люди старшего поколения, чьи вкусы сформировались в эпоху расцвета классического рока, кантри и американского R&B. Для этой закрытой касты любая иностранная музыка, не звучащая на чистом английском языке без акцента, подсознательно воспринималась как нечто вторичное, экзотическое или сугубо локальное. Годами любые выдающиеся релизы со всего земного шара безжалостно вытеснялись организаторами в так называемые жанровые гетто-категории, вроде глобальной музыки или лучшего латиноамериканского альбома. Это позволяло Академии сохранять иллюзию разнообразия и инклюзивности, одновременно оберегая главные генеральные номинации, такие как «Альбом года», «Запись года» и «Песня года» от вторжения чужаков. В отношении кей-поп-индустрии и этой группы, в частности, данное предубеждение расцвело особенно буйным цветом. Многие влиятельные критики и голосующие члены Академии открыто демонстрировали высокомерный снобизм, отказываясь видеть в азиатских артистах полноценных творцов. Они упорно транслировали старый стереотип о том, что корейская музыкальная индустрия – это лишь бездушный конвейер по производству коммерческих айдолов, яркая обертка из сложной хореографии и дорогих клипов, за которой якобы нет подлинной художественной ценности. Тот факт, что участники группы сами пишут пронзительные стихи, вкладывают в свои песни глубокие философские концепции, рефлексируют на тему ментального здоровья, взросления, давления общества и личностного кризиса, консервативными академиками попросту игнорировался. Чтобы пробиться сквозь эту невидимую, но железобетонную стену предвзятости, артистам из Сеула нужно было совершить невозможное – превзойти западных звезд на их же собственном поле, причем сделать это так, чтобы ни у одного критика не осталось даже формального повода для придирок. И именно таким абсолютным сокрушительным аргументом должен был стать их новый студийный альбом под названием «Ариран», увидевший свет в марте 2026 года. Этот релиз ждали с таким нетерпением, что индустрия замерла в предвкушении задолго до официальной даты выхода. После того, как все 7 участников честно и достойно прошли через суровое испытание обязательной военной службой в Южной Корее, их возвращение на сцену воспринималось не просто как камбэк группы, а как национальный триумф и возвращение королей мировой поп-музыки. Альбом превзошел даже самые смелые и амбициозные ожидания, названный в честь культовой корейской народной песни, которая на протяжении веков являлась неофициальным гимном и символом стойкости корейского народа, альбом «Ариран» стал монументальным художественным высказыванием. Это был невероятно зрелый, глубокий и эклектичный лонгплей, в котором ультрасовременный западный поп-звук, сложнейшие хип-хоп-биты и элементы прогрессивного R&B филигранно переплетались с традиционными корейскими струнными и духовыми инструментами, создавая уникальный, ни на что не похожее звуковое полотно. Коммерческий успех пластинки оказался поистине историческим. Альбом буквально с ноги выбил дверь главного американского хит-парада, мгновенно оккупировав первую строчку чарта Billboard 200. Цифры чистых физических продаж в первую неделю превысили показатели всех ведущих американских и европейских поп-звезд за последние 10 лет вместе взятых.
Это был оглушительный щелчок по носу тем скептикам, которые утверждали, что за время службы в армии группа потеряет былую актуальность или преданность своей аудитории. Но что было еще более важным, альбом вызвал безоговорочный восторг среди профессионального сообщества. Ведущие мировые музыкальные критики, которые раньше могли позволить себе снисходительный тон, на этот раз разразились восторженными рецензиями. Альбому выставляли высшие баллы, отмечая потрясающий вокальный рост участников, филигранную продюсерскую работу Шуги и Намджуна, а также концептуальную целостность релиза, который исследовал темы идентичности, долга, сохранения корней в эпоху агрессивной глобализации и триумфального перерождения. Ариран стал тем самым безупречным шедевром, который невозможно было спрятать на задворках индустрии. Он требовал главного места на грядущей церемонии 2000 Convention 27 года. Если бы события развивались по привычному сценарию, и группа подала бы официальные заявки на рассмотрение, независимые музыкальные эксперты и профильные издания пророчили им беспрецедентное доминирование практически во всех ключевых категориях премии Грэмми. В кулуарах индустрии всерьез обсуждалось, что корейский коллектив имеет все шансы стать главными триумфаторами вечера. Их пластинка «Ариран» рассматривалась как железный кандидат на попадание в самую престижную номинацию «Альбом года», а также в категорию «Лучший поп-вокальный альбом». Масштабные синглы с этого релиза должны были развернуть полномасштабную борьбу в генеральном поле за звание записи года и песни года. Разумеется, за ними автоматически бронировалось место в категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом» или группой, где они уже трижды были близки к победе, а также в номинации «Лучшее музыкальное видео», учитывая феноменальный визуальный размах их новых клипов. Более того, благодаря новаторскому звучанию некоторых треков, группа могла легко претендовать на победу в танцевальных полях, таких как «Лучшая танцевальная поп-запись». Номинационный лист мог превратиться в бенефис корейских артистов, если бы не одно скрытое обстоятельство, ставшее катализатором грандиозного скандала. Главным локомотивом и визитной карточкой этого альбома на международной арене стала песня «Swim». Написанная и исполненная преимущественно на английском языке, она была сознательно создана как мощный радиоформатный стадионный гимн с невероятно прилипчивым хуком, глубокой пульсирующей басовой линией и летящей, кристально чистой поп-мелодией. Этот трек мгновенно взлетел на вершину авторитетного чарта Billboard Hot 100, удерживая лидерство на протяжении многих недель и демонстрируя колоссальные цифры на стриминговых платформах Spotify и Apple Music. Аналитики западного музыкального рынка в один голос утверждали, что ценят консервативные академики, безупречное техническое исполнение, живые инструменты в аранжировке, огромный коммерческий успех и абсолютное культурное доминирование по всему миру. Swim была способна на равных конкурировать с любыми релизами крупнейших американских тяжеловесов, не оставляя им шансов за счет колоссальной международной поддержки. Одновременно с этим на альбоме присутствовал еще один важнейший трек под названием «Normal». В отличие от своего англоязычного собрата, эта композиция была исполнена на корейском языке и представляла собой глубокую, пронзительную хип-хоп-балладу, наполненную сложными метафорами, отсылками к Корее через призму камер и строгих стандартов. По иронии судьбы, именно эта песня, являвшаяся истинным сердцем, которую Грэмми поспешно учредила незадолго до начала номинационного сезона. Но именно этот шаг Академии, задумывавшийся как жест примирения и признания, стал последней каплей, переполнившей чашу терпения артистов. Что же именно послужило триггером для столь радикального шага, заставившего группу полностью переписать правила игры в мировой музыкальной индустрии? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо заглянуть за кулисы Национальной академии искусства и науки звукозаписи США. В начале лета 2026 года руководство Академии с гордостью объявило о введении новой официальной номинации – Best Asian Pop Music Performance – лучшее исполнение азиатской поп-музыки. На первый взгляд, это решение преподносилось как грандиозный шаг вперед навстречу инклюзивности, разнообразию и долгожданному признанию заслуг артистов из Азии, которые годами штурмовали мировые хит-парады. Однако искушенные музыкальные аналитики и преданные фанаты сразу разглядели в этом шаге скрытый и весьма циничный мотив.
Учреждение такой изолированной категории выглядело как попытка создать красивую «золотую клетку» или, если называть вещи своими именами, культурное гетто, вместо того, чтобы пустить глобальных азиатских артистов в высшую лигу и позволить им на равных конкурировать в главных номинациях, таких как «Альбом года» или «Запись года», им просто выделили отдельную резервацию. Премия как бы говорила: вы соревнуйтесь там между собой, забирайте свою локальную статуэтку, но не претендуйте на наши главные исторические награды, которые должны оставаться внутри англоязычного западного мира. Именно этот скрытый подтекст оскорбил артистов, чья музыка давно стерла любые географические и языковые границы. Решение не подавать заявки на Грэмми 2027 стало их прямым, бескомпромиссным ответом на эту политику скрытой сегрегации. Когда масштаб бойкота стал очевиден, а новостные ленты запестрели заголовками о демарше главной группы планеты, исполнительный директор Академии Харви Мейсон-младший был вынужден выступить с официальным заявлением, чтобы попытаться спасти стремительно рушащуюся репутацию премии. В своем обращении в конце июля 2026 года он дипломатично отметил: «Я глубоко опечален тем, что группа решила не участвовать в процессе Грэмми в этом году, но как создатель музыки я полностью понимаю и уважаю их суверенное решение». Мейсон изо всех сил пытался сгладить углы и оправдать действия своей организации. Он усердно подчеркивал, что создание категории для азиатской поп-музыки задумывалось исключительно как инструмент для расширения признания и выделения особого, заслуженного внимания важным артистам из Азии, а вовсе не для их изоляции от остального музыкального мира. Глава Академии отдельно акцентировал внимание на том, что номинация в любой жанровой или региональной категории технически никак не блокирует исполнителя от попадания в главное генеральное поле. По его словам, артист мог одновременно номинироваться и на лучшее азиатское поп-исполнение, и на альбом года. Однако эти оправдания прозвучали слишком поздно и неубедительно. Музыкальное сообщество, независимые критики и миллионы фанатов прекрасно понимали, как устроена внутренняя механика голосования. Консервативные академики с облегчением сбросили бы корейских артистов в профильную азиатскую номинацию, чтобы с чистой совестью проигнорировать их в основных категориях. Объявив этот беспрецедентный бойкот, группа нанесла сокрушительный тектонический удар по репутации и финансовому благополучию самой премии Грэмми. В ту же секунду, когда их официальное заявление разлетелось по социальным сетям, продюсеры телевизионной трансляции осознали, что грядущая церемония 2027 года обречена на катастрофическое падение рейтингов. Годами Грэмми удерживала у экранов молодую, платежеспособную и международную аудиторию исключительно за счет присутствия корейских артистов. Миллионы людей по всему миру включали трансляцию, терпели многочасовые рекламные паузы и выступления малознакомых исполнителей только ради того, чтобы увидеть своих кумиров на красной дорожке или дождаться их феноменального финального перформанса. Убрав свой триумфальный альбом «Ариранг» и суперхит «Swim» из списков голосования, парни оставили огромную зияющую пустоту в номинациях. Они лишили премию главного культурного события года. Это решение мгновенно отразилось на акциях крупных медиахолдингов и вызвало панику среди спонсоров церемонии, которые внезапно осознали, что их рекламу просто некому будет смотреть. Но еще более глубокие последствия этот демарш повлек за собой внутри самой музыкальной индустрии. Отказавшись участвовать в этой сомнительной гонке, группа создала мощнейший исторический прецедент и открыла дорогу другим артистам. Они наглядно показали всему миру, что правила старой индустрии больше не работают. На протяжении десятилетий американские музыкальные институты обладали абсолютной властью, решая, кто достоин называться великим, а кто должен оставаться на обочине истории. Артисты годами смиренно ждали одобрения от закрытого комитета экспертов, но в 2026 году корейский коллектив наглядно продемонстрировал: если ты собираешь переполненные стадионы на 5 континентах, если твои песни звучат из каждого смартфона, а твои альбомы продаются миллионными тиражами без всякой помощи со стороны консервативных премий, то тебе больше не нужно чужое одобрение. Ты сам становишься индустрией.
Выйдя из этой игры, они нанесли Грэмми репутационную травму, от которой премия, возможно, уже никогда не сможет оправиться. Давайте говорить предельно откровенно и без лишних иллюзий, этой группе никогда не была нужна статуэтка Грэмми для подтверждения своего величия. Эта Грэмми отчаянно нуждалась в них, чтобы сохранить хоть какую-то видимость своей актуальности, честности и связи их академиков, заседающих в Лос-Анджелесе. Оно измеряется миллионами человеческих душ, которые находят утешение, вдохновение и силу в песнях семерых парней из Южной Кореи. Оно измеряется океанами светящихся фиолетовым, оценивать великих артистов, которые навсегда изменили ход мировой музыкальной истории.